Добрый день, друзья! Вы еще не забыли про тех малышей, которые я купила недавно на выставке? Вот и я не забыла. И на 4-й день я начинаю распушать мох. Но хочу вам показать одну орхидею, которую я приобрела 2 года назад. И эта орхидея тоже была куплена на выставке. И тоже у Александры, как и эти 5 небольших орхидей. Я вам недавно их показывала. Ссылку на видео оставлю в правом верхнем углу экрана. И ссылку вот на это видео я тоже хочу вам оставить в правом верхнем углу экрана и показать, в какое время, когда и в каком состоянии я купила эти орхидеи. В том видео было 4 орхидеи, но 3 из них цвели, а вот эта последняя, самая долгожданная бабочка-леопард. Правда, на фотографии в том видео она значительно ярче, но я рада, что она расцвела как раз к Новому году. Вот это такой подарок от этой бабочки. Бабочка достаточно крупная, не из мелких. На моей руке видно, что она почти 6 сантиметров. Но все равно, в любом случае, она очень красива. А теперь вернемся к нашим сегодняшним малышам. В прошлом видео я рассказывала, что я 4 дня опрыскиваю корни, переставив их вот в такие емкости. Вот видите, вчера корни опрыскивала, сегодня они сухие. Но на 4-й день я обязательно опускаю стаканчики моховые, даже если они еще влажные или вот такие сухие. А почему вот этот влажный, а вот этот сухой? Здесь меньше корней, здесь больше корней. Орхидея находится в более активном росте. Вот есть раскукленные корни, поэтому она испаряет влагу из корней быстрее. И корни просыхают. Да, они все снаружи еще. И вот на 4-й день я достаю, еще один раз достаю орхидею из этой емкости и опускаю на 15 секунд. Не на 15 минут, а на 15 секунд в теплую воду. Даю мху намокнуть. Извлекаю. И сейчас мы немножко с ней, с этой орхидеей, поработаем. Уберем сухую часть корня. И сделаем этот мох более воздухопроницаемым. Вот смотрите, здесь будет много мха и большая емкость. Поэтому весь мох, который был у этой орхидейки, мы кладем в эту емкость. Не надо его разбирать так, чтобы корни остались совершенно без мха. Наоборот, мы этот мох стараемся оставить. Но если совсем маленькая емкость, хотя я не рекомендую брать емкость меньше, чем объем ее корней, а чуть емкость побольше, поэтому мы разбираем вот так, делаем мох более воздушный. И весь мох оставляем в этом стаканчике. Смотрите, что я делаю. Вот так наполняю весь стаканчик, всю емкость мхом. Весь мох у меня поместился в этот стакан.
Орхидеи так будет удобнее расти и наращивать корни. Где-то поднять, где-то опустить. Но чтобы все корни остались в мху. Так надо проделать с каждой орхидеей. У этих двух орхидей я распушила мох чуть раньше. Смотрите, как им удобно стоять в этих емкостях. Одна из орхидей продолжает растить листик. А другая продолжает растить цветонос. У этой орхидеи я цветонос оставлю. Она активно его растит. Орхидея не потеряла тургор. Ни одна, ни другая. Хорошо себя чувствуют. Как, впрочем, и это. И это. Вот только проблемы, я надеюсь, что небольшие, у орхидеи Вудда. Корней видимых у этой орхидеи нет. Листик, видите, появились складочки на листике. Потерял немного тургор. Цветонос, вы знаете, он начал подрастать. Давайте я приподниму. Ее тоже придется разбирать. Точно так же мох делать более пушистым. Есть здесь корешки, но они все внутри. Я тоже приведу точно так же в порядок эту орхидею. И мне задавали вопрос, оставлю я цветонос на этой орхидее или нет. Знаете, я за ней понаблюдаю. Если листья будут сильно терять тургор, я цветонос отрежу. Если увижу, что орхидея может растить и цветонос, и наберет листиками тургор, ну, может быть, ей сейчас было мало водички. Если мох будет не такой спрессованный, ей станет полегче, и она наберет тургор листиками, цветонос оставлю. Но, в общем-то, за этой орхидеей я продолжаю наблюдать. И, конечно, буду вам показывать все, что происходит с этими орхидеями. Потому что все видео об этих орхидеях уже собраны в плейлист. Ссылку оставлю под видео. Там всего 2 пока видео, но мы наблюдаем с вами за этими малышами, смотрим за их ростом, и, конечно, хочется увидеть цветение. Как же поливать такие орхидеи, которые находятся в емкостях без дренажных отверстий? Берем небольшой бытовой опрыскиватель и, направляя его к стенкам емкости, ну или горшочка, опрыскиваем мох. Стараемся не попадать в пазухи листьев. Ну и, конечно, в точку роста. Мох должен быть слегка влажным, но не мокрым. И следующее такое опрыскивание нужно производить тогда, когда корни станут серебристыми. То есть в любом случае корни должны просыхать и не быть все время такими мокрыми и зелеными. Я как-то показывала, что если вам непонятно, влажный у вас мох или сухой, опустите внутрь пальчик и проверьте. Он не должен быть мокрым, он должен быть слегка влажным, но только слегка. Тогда орхидея себя будет чувствовать прекрасно, даже в моховом стакане. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Кто просил Лаки? Лаки спит здесь.
А это демон. Он всегда приходит, когда идет монтаж видео. И смотрит в окошко. Демочка. Демка. Дема, посмотри на меня. Посмотри, мой золотой. Посмотри. Вот такие мы красивые. Задумчивые и красивые. Ну, а то, что мешаем монтировать видео, ну, это издержки.